Та-да-да-дамческий, та-да-да-дам. Сегодня на обзоре у Игровикинга очередной криптопроект. Игра на блокчейне Binance Smart Chain от игровой студии Free Towers, Три башни. Да, она нам также известна по проекту Эрта. Вот Moon это как бы является продолжением той мультивселенной, которую задумали разработчики специально для нас. Ну и я, собственно, предлагаю Переезд посмотреть ближе, чем трейлер данного проекта. Один большой шаг для тебя и гигантский скачок к бесконечным возможностям. Выбирай свой лунный участок Земли с умом. Это полно нераскрытых тайн, которые только ты можешь разгадать. Начни свое путешествие с посадки на поверхность Луны по твоему выбору. Построй свою первую лунную космическую колонию и приготовься к исследованию. Собери ресурсы, найди секреты Луны и покори неизвестное. Колонизируй Луну вместе со своей изобретательностью, превосходством в ресурсах и свободными экономическими возможностями. Давай начнем строить наши будущие города. Он богат редкими минералами. Изобретай и создавай технологии для сбора ресурсов. Развивай производственную инфраструктуру для добычи полезных ископаемых на Луне. Копай глубоко в самых темных лунных кратерах. Извлекай и строй свою империю. Удачи! Космос – суровое место для выживания. Все колонии зависят от здорового питания, лекарств и жидкостей для питья. Развивай свою инфраструктуру зеленой экосистемы. Купола большого города обеспечивают жителей Луны всеми необходимыми ресурсами. Ты можешь найти много скрытых путей к тайным местам. Осмелишься ли ты исследовать темную сторону Луны? Создай свои лунные военные, промышленные космические силы. Построй город, защищающий город от внутренних и внешних угроз. Тебе нужно будет защитить ресурсы своих граждан. Никто не знает, с какими опасностями ты можешь столкнуться. Исследующий Луну. Исследуй огромную, неоткрытую темную сторону Луны. Ты можешь найти скрытые инопланетные технологии, невидимые ресурсы. Найди пути в глубины Луны, инопланетные города, порталы для космических путешествий в новые миры. Ты готов встретиться лицом к лицу со всеми лунными заговорами. Раскрывай секреты, преодолевай все трудности, сталкивайся с угрозами большими, чем ты можешь себе представить. Сделай свой первый шаг на Луну, чтобы стать легендой. Тайна Луны. Арендуй свою землю в метавселенной Луны с пожизненным доходом. Вот так это все выглядит. Это главная страница сайта. Мы видим, что привлечение средств, первичные инвестиции, так называемые ИДО, проходят на двух платформах: Redkite и CDFI. Moonland Donor Benefits. Вот такая открывается страничка. Значит, из самой важной и ценной информации это стоимость участков на Луне. Да, стоимость участков от $100 до 950, если верить этой табличке, в зависимости от того, где будет находиться ваш предполагаемый участок. Далее у нас идет white paper. Открываем так называемую белую бумагу. Здесь уйма информации по поводу самой игры, проекта. Есть информация по геймплею, по механикам геймплея, с картиночками. Все как мы любим. И дорожная карта
карта и токеномика проекта. Посмотрим, что на этой вкладочке. Здесь ребята из команды разработчиков обозвали это все Space Map. Вот. И ценная информация заключается в том, что добывайте, ребята, ценные ресурсы на Луне и доставляйте их на Эрту, используя порталы. Также нам здесь пишут, что всего будет 100 тысяч хексов, 100 тысяч участков земли на Луне. Имеется дорожная карта. Значит, в третьем квартале 2022 года, в котором мы находимся сейчас, разрабы обещают историю про токен Social Integration and its Usage, то есть использовать, да. Четвертый квартал 2022 года это уже Play to Earn, Play to Learn. Играй, чтобы зарабатывать, играй, чтобы обучаться. Механики будут интегрированы. Ну и в 2023 первый квартал у нас, значит, уже появляется метавселенная. Токеномика. Из этого раздела мы узнаем, что название у монеты будет Two Moon, 2 Moon, кому как нравится, кому как хочется. Всего монет будет выпущено целых 100 миллиардов. Как по мне, так это очень много. Движем дальше по сайту. И видим, как будут выглядеть приобретенные участки NFT метавселенной у вас, собственно говоря, после приобретения в кошельке. Это участки из распродажи. Вот здесь, соответственно, есть кнопочка NFT Sale. Да, вот такие вот дела. Здесь мы можем приобрести участок, который предлагается на распродажу. Всего на распродаже 3000 участков, 52. Из них на данный момент проданы. Купить можно как в BNB, USDT, USDC, все как мы любим. Если мы применяем промокод игра15, ссылка на него и сам этот промокод будет в описании под роликом, нажимаем Apply и как бы нам предлагается приобрести тот же земельный участок, но дешевле, со скидкой 15%. Вот такие вот дела. Да. Зарабатывай пассивный доход. Улучшайте свою землю NFT. Сделайте свою землю более ценной, исследуя и открывая ее секреты. Еще больше ресурсов и тайн ждут, чтобы их нашли. Пассивный доход. Получайте доход от всех транзакций, происходящих на вашей земле Moon NFT. Пожалуй, это наиболее из самых важнейших пунктов. Чем больше людей играют на вашей земле, тем больше, соответственно, вы зарабатываете. Торговля между метавселенными. Используйте порталы, экспортируйте ресурсы в другие метавселенные, такие как Эрта, либо Венера, и получайте огромную прибыль. Используйте ресурсы, извлекайте ресурсы из своего NFT гекса, стройте на них или обменивайте на открытом рынке. Доступно ограниченное количество NFT, поэтому их стоимость обязательно возрастет. Станьте одним из первых лунян и получите прибыль, как только Moon версия 1.0 будет запущена. Помимо вариантов с распродажи, мы также можем приобрести участок на Луне, NFT-шечку, вашу земельку лунную на вот таком вот маркетплейсе в виде глобуса. Да, маркетплейс в виде глобуса Луны. Вот так это все здесь выглядит. Значит, так же как и в Эрта, свободные участки у нас вот таким вот цветом обозначаются. Допустим, вот этот участок стоит $1000. Вот, занятые уже, соответственно, зелененьким, и есть надпись sold, то есть продано, а также адрес кошелька владельца этого участка. Вот так выглядит глобус, он же marketplace получается. Самая интересная движуха, естественно, происходит на полюсе, и, соответственно, самые дорогие участки находятся именно там.
Вот мы можем видеть, открывая участок номер 78609, что стоимость его $1256. А вспомним, мы видели, что потолок это был 950. Так вот, на этом участке, почему он такой ценный? Здесь находится ряд ресурсов. Допустим, 70% титана, 71% воды, 64% гелий-3 и 76% тория. Сейчас мы перейдем к обзору всех возможных ресурсов в этой метавселенной и про каждый из них узнаем больше. Лунные постройки. Значит, что видим здесь? Лаборатория, совершенно очевидно и наверняка. Communication Tower. Да, это радиолокационная вышка по-простому. Водная станция, тот самый портал, с помощью которого мы сможем переправлять ресурсы с Луны в метавселенную Эрта. Солнечные панели, это источник электроэнергии, будет на Луне, предполагается так. Штаб-квартира, посадочные какие-то модули, гараж для транспорта, жилые помещения и некто рафинерий. Причем у каждой постройки, у каждого сооружения также есть иконки определенных ресурсов. Пока непонятно, то ли это ресурсы, которые будет производить данная постройка, то ли это ресурсы, которые необходимы для постройки. В любом случае, если кто-то знает больше, всегда может поделиться своим видением и своим пониманием того, как будут использоваться ресурсы. А мы переходим к самим ресурсам. У нас всего на Луне имеется 10 ресурсов. Гелий-3, железо, кристаллы, стоун камень, портал тот самый, вода, ториум, мистери, загадочные ресурсы, реголит и титан. Про каждый из них тоже есть подробненькое описание. Также видим, что в метавселенной Мун предполагается транспорт как воздушный, так и наземный. Ну и, собственно, вот такой вот лунный джентльмен, держащий Луну в руках. Список инвесторов данного проекта. Собственно, список плюс-минус тот же самый, как и у проекта Эрта. И команда разработчиков. Позитивные такие лица, все в скафандрах. Есть ссылки на каждого в LinkedIn. И можно посмотреть профиль каждого из них. Что хотелось бы показать еще? Это сайт той самой студии, которая занимается разработкой как Эрта, так и проекта Moon. Студия игровая называется Free Towers, 3 башни. Вот таким вот образом выглядит их сайт. Сайт прикольный. Все проекты, которыми занимается данная игровая студия, представлены здесь. Spellfire — это некая карточная стратегия, коллекционная карточная игра, в которой сами карты являются NFT. Это у нас уже знакомая Эрта, проект, который предполагается метавселенная на Земле. Ролики по данному проекту также есть на канале. Это у нас Луна, обзором которой мы на данный момент занимаемся. И это у нас предполагается Венера. Вот по Венере интересная история. Значит, Венера, здесь даже написано Crypto Girls Life in Venus. Криптодевочки, короче, находятся на Венере. И мы видим амазонки Венеры. И мы видим, что разработчики только девочки. Также предполагается Юпитер. Подписано везде Coming Soon. Нет трейлера, нет веб-сайта. Проект Армальдия. Здесь очень интересно сделан сайт. Я, во всяком случае, нигде такого не видел. Вот в правом верхнем углу переключатель Wild Magic и High Tech. Сейчас на Wild Magic переключаем на High-Tech, опаньки. И вот оформление и тема всего сайта меняется при переключении этого ползунка. Очень круто сделано. Мне вот эта вот тема понравилась. Опаньки.
Wild Magic High Tech. В партнерах у данного проекта значится помимо Эрта и Визардия еще и Mars for. Mars for Me — это тот проект, на обзоры на который я также делал. Проект Eden Soul. Значит, что понравилось мне в данном проекте? Очень круто нарисовано. Художник. Вот, ребят, вот почему бы так же круто не сделать Эрту? Ну, с точки зрения визуала того, что мы видим. Вот так вот интересненько различные монстры. И самое прикольное, это вот зацените, как выглядит команда. То есть это, я как понимаю, это рисунки настоящих вот людей, которые занимаются разработкой данного проекта Eden Soul. Вот классный художник, хотелось бы это очень даже отметить. Мне нравится. Надеюсь, что было интересно, полезно и информативно. До встречи на Луне.